Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас продолжение серии бложиков. Надеюсь, у меня получится ввести в привычку снимать их каждый день. Пришел сегодня утром в мастерскую. 400-ка у нас постепенно делается. В работу также поступила 650-ка. Очень интересный мопед, хотел чуть-чуть рассказать про него. 650-ка, насколько я понимаю, 2009 года, судя по приборке и заднему суппорту. У человека она с новья, прямо с 0 километров пробега. Уже много лет. Пробег у нее, как мы видим, ровно 70. Он утверждает, что на пробеге где-то примерно 40 был у меня. И меняли мы ему профилактически шестерни. Вроде как я с этим мопедом больше ничего не делал. И глобально с ним не делалось больше ничего в целом. То есть только ТОшки штатные, которые он, видимо, делал сам. Очень интересный пример. Мопед выглядит прекрасно для своего пробега. Явно, судя по резине, на нем не экономят. Вот, очень интересно. Да, из визуального осмотра есть там нюанс с резиночкой заднего суппорта, который, кстати, в достаточно хорошем состоянии. Какие здесь жалобы? Человек утверждает, что хочет его оставить еще как минимум на несколько сезонов. Переживает за шестерни опять. Ну, уже 30 тысяч проехал. А меняли мы их, с его слов, в 2014-2015 году. У меня клиентской истории за такой срок не осталось. Я ее начал вести только в 2018-м подробную. Вот, поэтому я это проверить могу, только разобрав по каким-то характерным моментам, как я собирал. То есть очень часто свою сборку всегда распознаешь. Также человек жалуется на управляемость. Естественно, она за 70 тысяч пробега, если ничего не делать, лучше не становится. К такому пробегу у мопеда, как правило, во-первых, он жалуется на звуки из передней вилки на стуке. Вот, он даже ни разу не менял масло в вилке, ни разу не менял сайлентблоки и не менял подшипники маятника, возможно, даже не регулировал. Вот, собственно, мы видим следующее. Сейчас я возьму переноску. Первое, самая простая проверка состояния сайлентблоков двигателя. Верхний сайлентблок очень сильно смещен центр. То есть, с одной стороны, сайлентблок сожран. Это, кстати, еще и с вибрациями связано на определенных оборотах, может быть. Вот. Если верхние сайлентблоки такие, значит передние еще хуже. А задние, как правило, достаточно живые. Ну, еще одна косвенная проверка — это взять мопед на центральной подножке и покачать его за руль. Мы видим, что откровенно рама двигается относительно двигателя. Если при таком незначительном усилии мы видим заметное движение, естественно, сайлентблоки надо менять. Это прямое влияние на люфт между передним и задним колесом. Естественно, никакой управляемости тут не будет. Также, скорее всего, будет замена подшипников маятника. Они тоже очень сильно влияют на управляемость. И их нужно регулярно регулировать, но никто этого не делает, к сожалению, к большому. Вилку тоже переберем, хотя визуально на ней нету ни течи, ни трещин на пыльниках. Идеальный хром, но масло там стопудово уже устало, и, скорее всего, мы будем ставить тюнинг клапана. Посмотрим, что с вариком, осмотрим этот мопед целиком. Я думаю, что к завтрашнему дню мы сделаем диагностику, и я расскажу про него подробнее, во сколько в итоге выйдет ремонт, и что в итоге человек решит с ним делать. Ну, даже если там выйдет приличная сумма, понимая, что мопед у человека с новья, и он его не хочет особо ни на что менять, у него есть определенные жалобы, мы просто их поправим, и я уверен, что он будет ездить еще 1030 без особых проблем. В общем-то, почему бы и нет, если история известна, а техника в хорошем состоянии. Я вот, знаете, просто обалдеваю. К некоторым людям попадает мопед, и там через сезон на него просто без слез не взглянешь. Я таких людей с машинами знаю. То есть просто ужас, то есть что люди делают с техникой. И вот у человека мопед сколько уже, 14 лет получается.
Он вообще выглядит как новый. Вот как будто вчера из салона. Ну, вот просто аккуратное отношение к технике. Нормальное отношение к вещам. У него на месте все наклеечки. Все, то есть... Меня вот тут спросили в комментарии на ютубе, рекомендуете ли вы к покупке 650-ку с пробегом 95 тысяч? Я, говорит, знаю, что пробег точно реальный. Я не могу рекомендовать такой мопед к покупке, потому что если с мопедом эти 95 тысяч ничего не делалось, надо прям сразу закладывать еще там пол его стоимости минимум на его нормальное приведение в порядок. Вот. А если есть подробная история в профильном сервисе, потому что за 95 тысяч, что обычно в нормальном варианте с мопедом должно быть сделано? Замена сайлентблоков двигателя минимум один раз. Замена подшипников маятника один раз. Замена подшипников в заднем колесе уже третий раз должна быть сделана. То есть, по-хорошему, это 30 тысяч километров. Передние подшипники должны быть хотя бы один раз поменены. Тормозной диск задний обычно к этому пробегу устает уже второй. А вот с передними по-разному. Как кто тормозит, по каким дорогам кто ездит. Ну, с задним тоже возможны варианты. Ну, то есть передние чаще всего тоже уже к этому пробегу подходят. Итак, можно написать целый список. Все говорят про проблемный варик. Что такое варик? Да, это дорогая деталь, дорогой узел. Но его один раз починил, и довольно продолжительное время ты о нем не думаешь. Но все забывают, что 650-ка это сложный мопед. В ней есть еще ряд нюансов. И если за ними внимательно следить, то как бы она будет прекрасно ездить. Вот. Подвеска это уже как бы такое дело. То есть большинство владельцев ей вообще не заморачиваются. То есть подвеской занимаются те, кто, ну, кому это важно. Некоторым пофигистам, вот меня спрашивают, может быть, лучше Silver взять. Вот тем, кто нормально ездит на убитой подвеске 650-ки, и их это не напрягает, можно брать Silver. У них, как правило, и суппорта кислые, и тормозов нормальных нет, поэтому Silver, в принципе, их устроит. Если они ездили на живой 650-ке, и они сядут на Silver, на котором нету ни тормозов, и вилка гнется в поворотах, в прямом смысле этого слова, там же при массе 650-го Бургмана вилка с одной траверсой. Вот, то есть если люди ездили на откровенно убитом хламе в виде 650-ки, там с соткой пробега, которую не обслуживали, вот им, наверное, Silver покажется нормальным. Вот, но после живой свежей 650-ки люди, как правило, на Сильвере ездить не могут. Вот, и чудес тут не бывает. Потому что даже несмотря на то, что у 650-ки у самой по себе подвеска примитивная, у нее простейшая вилка без картриджей, у нее задние амортизаторы, которые вот самым дешевым образом сделаны, но все равно, когда все это в хорошем состоянии, это весьма приличный мопед управляемости. И как бы, ну, то есть я спокойно вот сажусь на живую 650-ку, там катаюсь там по территории, там выезжаю куда-то вот потестить что-то. Я спокойно закладываю ее до подножек, то есть, ну, до центральной влево вообще легко, то есть. Но как только я сажусь на убитый мопед, мне это делать просто страшно. Ну, просто как бы он весь под тобой извивается, буквально гнется в прямом смысле. Вот. Ну, в общем, такая вот история. Есть и такие экземпляры. И меня очень радует отношение к технике такого плана, что человек решил заняться сам, не дожидаясь, пока она вся развалится. То есть, и, судя по всему, до этого еще далеко. Вот. Еще из интересности, я забрал вчера пластик на C1 из покраски. Вот. Не весь. Частично мне его привели в порядок. Вот эта вот пластмасска была с большим трудом привезена с немецкого eBay. Выглядела она ужасно. Я ее паял, варил, восстанавливал. Сейчас она очень хорошая. Короче, мопед готовится к выставке. Я его постепенно соберу. И покажу вам обязательно. Я думаю, что я 1 апреля буду находиться на мотовесне. Вот, буду тусить там. Ну, мопед, скорее всего, будет стоять за ограждением. Но, скорее всего, приедет он туда своим ходом. Вот эту пластмасску мне покрасили с переходом, потому что тут она была коцаная по краям.
Эти отбойники один был коцанный, зеркала. Ну, в общем, такие самые стрёмные вещи, которые мы можем еще успеть привести в порядок, мы в порядок приводим. Вот патрубок впускной сделал, покрасил крепление фильтра. Как-нибудь я обязательно сниму обзор на этот мопед, когда можно будет на нем выехать и прокатиться. Вот. Такие у нас планы на сегодняшний день. Одна 400-ка готовая уедет в субботу. Это, я думаю, тоже уедет в субботу. Вот. Еще у нас тут есть мопед, который мне привезли собирать из Минска. Тут в прямом смысле полная переборка мотоцикла. Мы уже подходим к концу с ним. До меня в Беларуси один мастер перекинул двигатель, поставил свежий, но ничего нормально не собрал. Я перебирал вариатор, перебирал сцепление, перебирал редуктор задний, все сальники сгнили. В общем, тут и по электрике, и по всему хвост был не тот, мы это все меняли. То есть, прям в прямом смысле восстановление старого мопеда с нуля. Вот. Меня еще в октябре, когда я встретился с его владельцем в Варшаве, он очень просил его собрать, потому что он отвез его мастеру в Белоруссии. Но мастер оказался с тонкой душевной организацией, вот, и почему-то его бросил. Он 1,5 года там простоял, и в итоге его привезли ко мне. Постепенно, я надеюсь, что до моего отъезда 6 апреля мы его отдадим. Вот, собственно, такие у нас дела. Всем хорошего дня, а я пошел работать. Пока-пока.